Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. И у нас сегодня с вами видео палеточный тег 5000. Но для начала я бы хотела выразить вам всем, девчонки, свою благодарность за мою первую 1000 подписчиков. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы вы все знали, насколько я рада вашим просмотрам, лайкам и комментариям. Счастлива от того, что у нас выстраивается какое-то живое общение и диалог в комментариях, что мы общаемся и что я хоть как-то вам в чем-то могу быть полезной, как бьюти-подружка, может быть даже как советчица или просто как развлекательный контент. Я создавала этот канал, чтобы найти единомышленниц в любви к косметике, потому что в моем реальном окружении таковых девчонок нет. Я очень рада, что у меня получается реализовываться в этом. Мне нравится создавать видео для вас, и мне нравится получать от вас отдачу. Поэтому еще раз, девчонки, большое спасибо, что вы у меня есть. Я очень рада вашей активности, поэтому, пожалуйста, для тех, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я всегда очень рада всему, что вы делаете у меня на канале. Нас уже с вами так много. Кажется, что для YouTube-канала 1000 подписчиков это очень мало, но на самом деле, если представить этих людей в одном помещении, можно понять, что в принципе это наполнение маленького концертного зала. Я считаю, что нас с вами достаточно много, и я решила создать телеграм-канал, где мы можем общаться более тесно на какие-то более актуальные, может быть, бьюти-темы. Я планирую этот канал скидывать какие-то бьюти-сливы или бьюти-новости, чтобы мы могли их с вами обсудить прямо на месте, а не раз в месяц, прямо в моменте, как-нибудь более остро, возможно. Я думаю, что там будут посты со сводчами каких-то продуктов, обзорами, которые не попадают у меня на канал, или обзорами на какие-то не совсем новые запуски, которые вы у меня попросите, что я имею у себя в наличии. Также я планирую показывать там макияжи, потому что все-таки не уверена, что у меня получится выпускать влоги каждый день. Поэтому, пожалуйста, я оставлю ссылку на свой телеграм-канал в описании к этому ролику. Присоединяйтесь, я буду только рада пообщаться. Я поняла, что сейчас, на данный момент, телеграм-канал — это тот формат общения, который я также хочу попробовать, потому что это еще более тесный контакт с аудиторией, и мне кажется, что я готова к этому, и была бы рада, если бы мы с вами превратились в такое мини-сообщество, также еще и в Телеграме. Давайте начинать палеточный тег. Палеточный тег 5000 — это тег из 10 вопросов, на которые предлагается ответить, выбрав одну палетку теней. Сразу хочу сказать, что я не смогла определиться так точно. В каждой из категорий я выбрала по 3 палетки и планирую вам показать, получается, сегодня около 30 палеток теней. Первый вопрос тега звучит так. Палетка, которую вы использовали на праздничное мероприятие. На свой день рождения я пользовалась палеткой от Наташи Деноны Glam. Она появилась у меня совсем недавно. На самом деле для такого праздничного события, наверное, Glam не совсем очевидный выбор. Но день рождения я проводила на природе, в жаркий солнечный день. Мне нужно было, чтобы макияж смотрелся уместно такому casual образу на природе. И в тот раз я использовала самые теплые оттенки из этой палетки. И мне понравилось, как выглядел макияж. Все смотрелось достаточно повседневно и при этом очень аккуратно и стильно как-то. Мне нравится эта палетка, и нравится, что, в принципе, как выяснилось, ее можно использовать еще и на какое-то праздничное мероприятие. Важное мероприятие, которое было перед моим днем рождения, это годовщина свадьбы с мужем. И этот день я отмечала, выгуливая палетку от P. Louise Bright to Be. Собственно, она была куплена и к этому мероприятию, чтобы оставить такое косметическое воспоминание, тематическое, скажем, к этому дню. Гамма данной палетки выглядит вот так. Мне нравится цветовая гамма этой палетки. Она создает очень эффектный, при этом носибельный макияж. Это макияж именно
невесты, как я себе его представляю. Очень красивые два вот этих вот оттенка. Замечательно смотрится на глазах. Мне все понравилось, когда я ей пользовалась. Очень мягкие, матовые, достаточно постепенно наслаиваемые. Я помню, что осталась очень довольна от пользования этой палеткой. И на последний Новый год я брала палетку от Chanel. Это лимитка Chanel номер 5. Вот так здесь выглядят оттенки. Получается очень искристый, красивый макияж в золото-серебряных тонах. Прекрасный на вечер, хорошо смотрится с красными губами. Конечно же, при создании макияжа я форму выстраивала другими матовыми оттенками, но блестяшки мне в этой палетке очень-очень нравятся. Следующий вопрос. Палетка любимая, но совсем не уникальная по оттенкам. Самое очевидное, что приходит в голову, это палетка от Too Faced Cinnamon Swirl. Мне нравится по качеству, мне нравятся блестяшки, которые в ней находятся, но я думаю, никто не будет спорить, что здесь довольно стандартная теплая коричневая растяжка. Большинство оттенков здесь в такой шоколадной гамме, и это достаточно распространенный набор рефилов. Я люблю эту палетку, мне комфортно ей работать, мне нравятся матовые оттенки от Too Faced. И их блестяшки, которые скорее такие металлики, тоже, в принципе, меня устраивают. И вот эти вот Pops Colors, да, которые такие поярче, тоже достаточно интересные и хоть какое-то разнообразие вносят. Из неочевидного хочу показать вам еще две палетки, которые мне нравятся, которые я люблю, но которые далеко не уникальные. Во-первых, это палетка от Baxam. Она называется Dolly. И оттенки в ней выглядят вот так. Я думаю, вы тоже, девчонки, согласитесь, что одно время такие малорозовые оттенки присутствовали во многих палетках. Кроме того, здесь блестяшки скорее также сатинометаллики. Мне нравится формула матовых теней от Baxam. Они легко ложатся, легко тушуются. И мне нравятся сатины по формуле. Они не жуют века. Они достаточно плотные, они хорошо друг в друга перетекают, и вся гамма палетки хорошо смотрится на глазах, мягко, повседневно. Очень ее люблю, давно не использовала, надо будет взять, сделать с ней макияж. И третья палетка в этой категории – это Baxam White Russian. Также, на первый взгляд, абсолютно банальная, абсолютно простая и заезженная цветовая гамма, но, боже мой, как же хорошо эти тени смотрятся на глазах. От этих теней, особенно в сочетании с румянами, которые тут приведены, просто полное ощущение какого-то Pillow Talk от Charlotte Tilbury. Я очень полюбила эту палетку и очень рада, что в свое время ее приобрела в Литураль, когда Baxam был в наличии. Сейчас практически уже, по-моему, ничего нет. Третий вопрос тега – это палетка, окупившая себя больше всего. И для меня это, конечно же, палетки, которые закончены, израсходованы в большей степени, в которых больше донышек и пустых рефилов. Здесь я хочу вам сразу показать две мои палетки. Если вы смотрите и следите за моими Project Pen'ами, то знаете, что обе они участвовали в Project Pen'е в прошлом году. И это палетки, которые мной израсходованы больше всего. Не смотрите, что они полные. В палетке Розе мной было израсходовано 1, 2, 3, 4, 5 рефилов. Я практически ее израсходовала в свое время, и остались у меня в ней родными только желтые оттенки. Вторая палетка – это Mint из той же коллекции. И тоже не смотрите на то, что она полная. Родные здесь 4 оттенка. Я израсходовала здесь 5 оттенков теней. Я считаю, что вот эти вот палетки от Huda мне полностью окупились. Ну и, конечно же, третья палетка, которую я считаю, что уже окупила себя, это ретроградный Меркурий от Huda. Она у меня участвует в проекте 100 использований. Это моя первая палетка от Huda, и я считаю, что с нее началось мое палеточное помешательство, и сейчас она выглядит вот так. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 донышек, и почти закончено 2 оттенка. Она уже начинает подсыхать. Я чувствую, что готова ее закончить, потому что считаю, что все-таки сейчас уже формулы блестяшек совсем другие, и в моде, и в производстве актуальны.
и хочется уже пробовать что-то новое. И повторять покупку, какую-то делать замену я точно не буду. Я просто закончу эту палетку. Она отдаст мне все, что только можно. И я думаю, что распрощаюсь с ней с легкостью. Следующий вопрос – это самая выгодная палетка. Во-первых, хочу вам показать вот эту вот палетку от Ciate. Это Velvet Palette. Она продается сейчас в Литваль, насколько я знаю. Эта палетка досталась мне бесплатно в коробочке BoxyCharm. Внутри она выглядит вот так. Здесь такая тепло-персиковая гамма, в принципе, в достаточно приятной формуле. Я изредка беру эту палетку осенью. Все-таки, наверное, то, что эта палетка досталась мне, считаю, бесплатно, потому что наполнение коробки окупилось в несколько раз уходовыми средствами, а вот эту палетку я восприняла скорее как такой, на сдачу дали. Видимо, из-за этого в моих глазах ценность этой палетки немножко ниже, чем есть, потому что в Литваль на нее очень много положительных отзывов, и я, девчонки, вам рекомендую, в принципе, к ней присмотреться, она достаточно неплохая. Мне досталась бесплатно. Второе мое приобретение, которое у меня появилось благодаря BoxyCharm и подписке на этот сервис, это палетка Ayana. Она у меня немножко переделана. Я убрала из нее один рефил. Здесь был матовый оттенок, который уходил в оливковый подтон. В принципе, все палетки Наташи я перемиксовываю между собой, поэтому, может быть, в ней еще что-то изменилось, но, по-моему, я вставила сюда вот этот светлый оттенок, и на месте него был оливковый матовый цвет, который я, честно признаюсь, просто выбросила. Он был ужасный на мою внешность. Эта палетка обошлась мне в $12. Это очень дешево для Наташи Деноны. Сервис BoxyCharm – это то, где можно действительно выгодно приобрести и уходовые средства, и какую-то декоративку. Я ее люблю. Мне нравится, как работают вот эти два матовых оттенка. Я, правда, очень редко пользуюсь вот таким темно-коричневым, но обычно у меня в ходу вот эти вот 4 цвета, а точнее даже вот эти 3. Потрясающая повседневная палетка. Вот этот цвет очень красивый. Очень ее люблю, и у меня она не единственная, которую я приобрела за $12 в BoxyCharm, но так как все оттенки уже в них переставлены, я вам взяла максимально аутентичный вариант, скажем так. И третья палетка, которую я считаю самой выгодной у меня в коллекции, это палетка от NARS. Это была коллаборация NARS и модного дома RDM. Лимитка, которая вышла несколько лет назад, мне кажется, года 4 назад. Когда я приехала прошлым летом в Турцию, я случайно заметила, что эта палетка была в наличии и совсем по смешной цене. Обошлась она мне в 130 лир, как сейчас помню, и по курсу это было около 1000 рублей. Мне нравится качество этой палетки. Здесь очень необычное, повторюсь, для NARS сочетание цветов. И качество не такое, как обычно в рядовых палетках от NARS. Мне нравится, мне очень привлекателен ее дизайн. Я считаю, что эта палетка всегда у меня останется в коллекции, просто даже как палетка на память. Она мне будет всегда напоминать мою первую косметическую покупку в Турции. И насколько я помню, модный дом RDM, его основателем был турок по национальности. То есть для меня это очень такая эмоциональная покупка, коллекционная, и тем более, которая обошлась в такую смешную денежку, так сказать. Пятый вопрос. Маленькая палетка, в которой бы хотелось увеличить количество рефилов. И на самом деле у меня таких палеток достаточно много в коллекции, но я не хотела повторяться и показывать много одного бренда у себя, потому что на самом деле я хочу вам сказать, что вот у меня есть палетка от Шарлотты, у меня это Mesmerizing Maroons, и она не единственная от Шарлотты, в которой бы я хотела видеть еще какие-то оттенки. Но конкретно вот в этой палетке я бы хотела видеть еще 5-й оттенок в формуле Sparkle. Все время, когда я делаю макияж этой палеткой, она мне очень идет, потому что она подходит мне по типу внешности, но она не такая сверкающая, как бы мне хотелось. И вот я понимаю, что в большинство палеток от Шарлотты я бы хотела впихнуть еще какой-нибудь 5-й оттенок. Но показываю вам я только одну, и вот это вот Maroons, потому что, ну вот очень бы хотелось увидеть тут
что-то более блестящее еще. Вторая палетка, в которой бы я очень хотела добавить еще хотя бы один оттенок, это палетка от Clé de Peau, очень красивая лимитка из их рождественской коллекции с Лебединым озером. Она очень красивая, мне понравилась формула Clé de Peau, тоненькие японские тени создают такую дымку на глазах, но здесь для растушевки, для построения какой-никакой формы мне не хватает розовенького оттенка. Вот эти вот лилово-сливовые два оттенка, они мне не очень идут в растушевку. Я бы предпочла, чтобы здесь был еще розовенький оттенок. Тогда мне бы было комфортнее с ней работать. И последняя палетка, которую я хочу показать, отвечая на этот вопрос, это Natasha Denona Mini Pastel. И здесь я добавила бы еще один матовый оттенок. И это бы был либо голубой, либо розовый цвет. Я не могу построить форму вот этим зеленым цветом. Мне он не идет. Для меня такой оттенок зеленого, наверное, самый нелюбимый на глазах. И выбирая эту палетку для макияжа, я никогда не использую данный зеленый для растушевки. Он мне нравится в качестве стрелки. Я очень круто наслаивала его на вот этот оттенок, и получалось красиво. Но если выбирать оттенок для складки века, мне к этой палетке не хватает либо голубого, либо розового, либо фиолетового. То есть чего-то пастельного, но не зеленого, потому что зеленый здесь слишком яркий и слишком холодный цвет, слишком чистый. Мне он не нравится. Шестой вопрос достаточно интересный. Это палетка, которая нравится, но в которой категорически не нравится оформление или у которой ужасная упаковка. И я набрала себе целых 3 палетки, которых бы я абсолютно точно изменила. Во-первых, это палетка от Rude. Она называется City of Dreamy Lights. Мне очень нравится наполнение этой палетки. Для простых, таких легких весенне-летних макияжей в моно каком-то оттенке, то есть, например, вы делаете растушевку голубым и тут же вот этот голубенький дуохромчик бахаете, или розовым и розовый дуохромчик, ну вы поняли, вот какие-то такие макияжи, которые сейчас популярны у молодых девчонок. Вот эта классная палетка, она мне действительно нравится, здесь очень хорошее качество, но у нее абсолютно упаковка, которая мне никак не откликается. Она максимально замусорена какими-то мелкими элементами, что очень сильно удешевляет дизайн ее. И я такое просто не люблю. Я считаю, что можно было убрать какие-то элементы отсюда, девушку, вот это вот, вот это. Я понимаю, чем вдохновлялись ребята из Rude Cosmetics. Упаковка этой палетки должна ассоциироваться с видеоигрой, но что-то пошло не так. Возможно, это просто не в моем стиле, но для меня это плохо. Мне не нравится упаковка, как, в принципе, упаковка большинства палеток от Rude, наверное, даже всех. Вторая палетка, упаковка, которая мне не нравится, это, к сожалению, Lime Crime Venus XL2. Когда я это заметила, я была очень расстроена. Дело в том, что я достаточно аккуратно храню свои палетки, они у меня спокойненько лежат в моем палеточном чемодане. Я не шоркаю их друг от друга, ничем не ковыряю, не шкрябаю. Но у этой палетки уже начала облезать позолота, и облезает она некрасиво. И здесь вопрос к упаковке чисто эстетический. Она уже выглядит потрепанной, хотя на самом деле я ей и не так часто пользуюсь. Внутри она практически как новая. Поэтому, к сожалению, чисто визуально эта палетка перестала меня радовать. Я все думаю, может быть, мне вообще тогда стереть эту позолоту, но я боюсь испортить картон. Третья палетка, которая мне не нравится своей упаковкой, я считаю упаковку эту ужасной, и вы, наверное, сейчас удивитесь, хотя, наверное, многие меня поймут, это палетка от Marc Jacobs. И как и все вообще старые палетки от Marc Jacobs, называется у меня это Extravagance версия. У нее ужасная форма.
С точки зрения визуала это великолепная упаковка. Она очень стильная, она крутая, она перекликается вообще со всеми дизайнами бренда, перекликается с стилем вообще, в принципе, бренда Marc Jacobs. Но найти адекватное хранение для этих теней у меня просто не получается. Такая палетка у меня одна. Возможно, если бы у меня от Marc Jacobs было несколько палеток, я бы как-то хранила их где-то стопочкой, кучкой, они бы нормально хранились. Но вот эта палетка, она постоянно у меня болтается. Она как вот не пришей кобыле хвост. Вот она внутри безумно красивая. У нее вот эти вот блестяшки одни из самых моих любимых. Макияжи всегда получаются очень праздничные. Она по своей гамме осенняя, очень благородно смотрится на глазах. Но вот эта форма, она абсолютно не предназначена для хранения. Знаете, такое впечатление, что предполагалось, люди вот так вот ее будут на туалетном столике хранить и любоваться ей, и пыль с нее протирать. Но вот где-то в косметическом комоде это очень неудобно. И второй момент в этой упаковке — это кнопочки от Marc Jacobs. Они постоянно открываются, постоянно. Она может у меня лежать закрытая и просто отщелкнуться. Из-за этого достаточно небезопасно ее хранить. Постоянно нужно контролировать, что там с ней происходит. Легче действительно положить ее сверху одну красивую на туалетный столик и молиться на нее, да? То есть постоянно приоткрытая крышка, постоянно какая-то... Причем я даже не могу сказать, что у меня сломана эта кнопочка, она просто отщелкивается. То есть я закрою, положу ее в тумбочку, а потом палетка будет открыта. Из-за этого она у меня повреждена. У меня откололся черный оттенок, видимо, вот в каком-то из эпизодов самооткрытия. Поэтому я с ней очень осторожна, и она меня этим очень сильно напрягает. Вопрос, который оказался для меня самым интересным, это вопрос номер 7. Идеальная палетка из однушек. На самом деле, сначала я подумала, что не смогу на него ответить, потому что я не составляю палетки из однушек. Я не очень их люблю, и как бы мне цвет не нравился, я, конечно, покупаю однушки, но стараюсь постоянно с собой бороться, ограничивать себя, чтобы коллекция однушек у меня не разрасталась. Поэтому я подумала, что, наверное, я могу перемиксовать между собой палетки. Я уже делала так со средними пятерками от Наташи Деноны, и сейчас я собрала идеальную палетку для себя из 3 средних палеток Деноны, которые появились у меня за последние 2 месяца. Это Юка, Глэм и I Need a Nude. И в итоге, девчонки, у меня получилась идеальная для меня палетка. Я сейчас ковыряла эти все рефилы и поняла, что, наверное, я так и оставлю и буду так ей и пользоваться. Потому что, взгляните сюда, для меня это просто идеальная палетка. Единственное, что мне в ней не хватает, еще одного ряда такого приглушенно-фиолетового, скажем так. Идеальная подборка цветов. Я настолько довольна. Получается первый ряд. Я приложу сводч этой палетки, которая у меня получилась. Я уже даже, наверное, вам не подскажу, какие брала оттенки, но первый ряд здесь точно взят из I Need a Nude. Оттенок светлый Fair, оттенок Sparkle Mia, насколько я помню. А вот этот вот оттеночек, по-моему, Stone оттенок. Далее второй ряд. Он также взят полностью из I Need a Nude. Это оттенок Mesh, это Sparkle, который вот здесь находился, Delilah. А вот это вот затемняющий оттенок, по-моему, называется Shine. Ну, нет, не буду уже обманывать. Вот здесь вот полностью персиковый ряд. То есть мы видим светлый с уклоном в розовый, нейтральный с уклоном чуть-чуть в серость, полностью персиковый ряд, и он тоже из I Need a Nude. Потом я взяла ряд, здесь блестяшка из палетки Юка, это оттенок Plantasia, а вот эти два оттенка, они уже такие чуть-чуть тепло-коричневые, это из палетки Glam. И последний ряд, приглушенно такой травянисто-зеленый, он полностью взят из палетки Юка. То есть Юка, Glam, полностью I Need a Nude и I Need a Nude. И вот сейчас для меня это идеально. Это именно для меня идеальная палетка, потому что я не очень люблю сильное затемнение. Из-за глубокой посадки глаз мне оно не нужно. Не очень люблю чистые яркие оттенки, ну, только если это не пастель.
И не очень люблю сложности в макияже. То есть я люблю открыть палетку и видеть сразу концепцию. И для меня здесь 5 простых, быстрых макияжей, которые можно сделать за просто 5 минут. 8-й вопрос. Палетка, которую вы чаще всего комбинируете с другими. Я также приготовила 3 ответа. Во-первых, это Tom Ford Smoky Quartz. Полностью матовая палетка. И я обычно выстраиваю ей форму в любой непонятной ситуации. И как можно заметить, вот этот оттенок у меня уже с донышком, с дырочкой, причем достаточно с такой большой. Все потому, что этот оттенок для меня идеальный просто. Он идеального для меня цвета. Я очень люблю палетку вот эту. Вторая палетка, которую я постоянно комбинирую, это Huda из последнего запуска девяток Cool Matte. Мне нравятся здесь оттенки розовенькие, и я их использую, когда мне нужно какую-то розовую растушевку, а пользуюсь я однушками. Нравится качество этой палетки. И на самом деле вот эти две матовые палетки, они мне пригождаются, когда мне нужна нейтральная тушевка и когда мне нужна розовенькая тушевка. Третий в моем ответе это будут 3 палетки самонаборных теней от Bernovich. Это то, что я обычно чаще всего комбинирую с другими палетками, потому что ими я дополняю макияж. Я думаю, что мы не будем на них подробнее останавливаться, потому что тут просто мешанина из неподписанных оттенков от Bernovich в домиках от Анастасии Beverly Hills. 9-й вопрос. Это большая палетка, которую вы бы хотели уменьшить. И тут тоже у меня 3 варианта. Хочу начать не с теней, а с палетки для лица. И у меня есть вот такая лимитированная палетка от Lime Crime Sun Kissed. Это был один из последних их более-менее популярных запусков. И здесь 6 продуктов для лица. Да, они все для лица. И я пользуюсь ей очень редко. Только когда лето, когда я загорела, и даже летом 2 оттенка для меня здесь лишние. Вот эти вот очень яркие румяна, они мне без надобности. Я никогда их не закончу, никогда у меня не будет много поводов их на себя надеть, они пролеживают. Эти румяна создают очень красивый эффект, но который не сочетается с макияжем, который я обычно делаю. То есть для меня это румяна для типа как вот Strawberry Makeup, который сейчас ходит тег. То есть это румяна для макияжа без глаз. То есть они настолько акцентные, что просто это не мое. Я очень редко делаю что-то без акцента на глаза. И второй оттенок, который я бы убрала из этой палетки, это вообще-то это хайлайтер, девчонки. Это желтый хайлайтер. Причем, если бы он был оттенка желтого золота, можно было бы круто его использовать на теле, на загорелом. Но он именно желтый. И для меня это тоже неприменимый цвет. Даже в качестве теней он слишком желтый для меня. Поэтому палетку Sun Kissed я бы с удовольствием уменьшила до 4 рефилов. Вторая палетка, которую бы я уменьшила, это Rude Roaring Twenties и версия Neon. Просто в этой палетке я не использую, наверное, треть рефилов, когда ее беру. Когда я беру ее в макияж, постоянно я пользуюсь только розово-фиолетовой гаммой. Все время у меня простаивают очень яркие чистые цвета. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Это просто не мои цвета в макияже, я их не люблю, я за этими цветами теряюсь. То есть видно только вот эти яркие пятна. Я не люблю такой эффект на глазах. Хочется чего-то посложнее, либо поакварельнее. Я понимаю, что глупо жаловаться на яркость палетки, которая называется Neons, но схватила я ее, видимо, только из-за классного ценового предложения и потому что хотела познакомиться поближе с маркой Rude. У меня, в принципе, нету серьезных каких-то претензий к качеству этой палетки, просто это максимально не моя цветовая гамма, поэтому, наверное, около половины оттенков я не использую и спокойно могла бы их отсюда удалить. И третья палетка, из которой бы я удалила лишние для себя рефилы, это тоже Rude Roaring Twenties. Это версия Reckless. Выглядит она вот так. Здесь уже цветовая гамма более подходящая для меня, но опять же, чистые цвета я бы отсюда убрала. Мне не нравится вот этот, мне не нравится вот этот. Мне даже не нравится вот этот цвет, он очень фуксийно на глаза ложится.
Мне не нравится вот этот голубой шиммер, он плоский, и мне такое не подходит. Соответственно, я бы оставила здесь зелено-землистую гамму и оставила бы фиолетовые оттенки. Но все вот такое вот около красное я бы убрала, и, по-моему, я даже ни разу и не воспользовалась этими оттенками с того момента, как эта палетка у меня в коллекции. А в коллекции она у меня уже года 2. Последний, 10-й вопрос. Это вопрос, к какой палетке теней вы бы хотели приобрести палетку для лица. Сразу оговорюсь, что в палетках для лица я не нуждаюсь. У меня их порядка 6 штук. Много это или мало, понятие относительное, но я для себя поняла, что буду стараться избегать палеток для лица, потому что почему-то у меня к ним не тянется рука. Я все время себя заставляю раз в неделю там в косметичку положить какую-то палетку для лица. Не знаю, почему так происходит, но именно визуально, концептуально, если порассуждать, каким палеткам в своей коллекции я бы хотела приобрести палетку для лица, то давайте смотреть. Во-первых, от Наташи Деноны I Need a Nude. Наверное, я бы хотела на туалетном столике выставить 2 палеточки, чтобы у меня была и для лица, и в таких очень классных цвета шампань, около нейтральных оттенках, что-то для лица с нюдовыми румянами, вот как она выпускает 4. Наверное, к этой палетке я бы хотела увидеть палетку для лица. Вот знаете, как у нее выходила коллекция My Dream, и там была очень классная палетка для глаз среднего формата и палетка для лица. Мне была симпатична палетка для лица, я не стала ее приобретать, потому что кремовые формулы я избегаю. То есть, если бы у Наташи вышла I Need a Nude палетка для лица в 4 оттенках без кремовых рефилов, я бы с удовольствием приобрела, потому что какие-то такие нюдовые румяна, в Наташином исполнении какой-нибудь нюдовый хайлайтер, я бы с удовольствием попробовала. Палетка Rose Quartz от Huda. На самом деле от Huda давно не было ничего для лица, и я бы на самом деле попробовала что-то такое весенне-розовенькое, блестящее в исполнении Huda, в формате палетки для лица, такой компаньонки к розовому кварцу. По-моему, было бы круто. И 3-я палетка, которой бы я хотела увидеть палетку для лица, это Космос от ABH. Мне кажется, если бы они выпустили палетку для лица с какими-то интересными мультихромными или хотя бы дуохромными продуктами, например, румянами и хайлайтером, которые бы также были в духе космоса, вот палетки для глаз, я бы с удовольствием попробовала, чтобы вот макияж весь на лице смотрелся вот так вот футуристично и в то же время повседневно, как вот какое есть и впечатление от палетки для глаз, то есть что это что-то интересное, что-то такое немножко гранжевое, немножко ретро из 2000-х, немножко футуристичное одновременно, но при этом и абсолютно носибельное, без перебора. Вот что-то бы такое для лица от Анастасии я бы, кстати, с удовольствием попробовала. А это были все вопросы тега. Спасибо, что досмотрели. Давайте переходить к конкурсу, который заявлен в названии видео. Я думала, чем бы я могла отпраздновать вместе с вами 1000 подписчиков, чем бы я хотела вас отблагодарить, и поняла, что я бы хотела вас познакомить с брендом P. Louise. Это британский бренд. Я думаю, что многие девчонки слышали о их подложках и базах под тени. Сейчас на русском ютубе идет такая волна, некая, я наблюдаю, обзоров на эту марку. Возможно, она даже доступна к заказу, не уверена. И я бы хотела, чтобы вы, девочки, попробовали эти тени. Мне они понравились. Мне понравилась концепция бренда, мне понравилось, как выглядят палетки. Это 3 палетки около свадебной тематики. И я бы хотела разыграть эти палетки между вами. Я хочу, чтобы в итоге было 3 победительницы. Думаю, что так будет честно. И если говорить о правилах конкурса, я хочу заранее извиниться, это мой первый конкурс, который я буду проводить. Я извиняюсь, если будут какие-то шероховатости, но для себя я решила, что этот конкурс, этот розыгрыш я хочу провести в телеграм-канале, о котором я заикнулась в начале видео.
И если вы хотите попробовать выиграть одну из этих 3 палеток, то, пожалуйста, переходите по ссылке в мой телеграм-канал, подписывайтесь, ставьте лайк посту про розыгрыш, который я там сделаю. Я закреплю этот пост, чтобы он был всегда сверху. Его нужно будет лайкнуть и написать комментарий. Через 2 недели после начала розыгрыша я выберу рандомайзером 3 победительниц. И опять же через рандомайзер выберу, кому какая палетка достанется. В розыгрыше могут участвовать все. Палетки я буду отправлять из Турции. И не думаю, что будут какие-то проблемы с отправкой. Поэтому, девчонки, пожалуйста, переходите в Телеграм, присоединяйтесь, давайте разыграем эти палетки. Я очень хочу вас и себя порадовать и отпраздновать 1000 подписчиков. Еще раз хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я с большим удовольствием с вами всеми общаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Всем пока-пока.